Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Мощный ураган Эрик, достигший 3-й категории, а по некоторым данным, даже 4-й по шкале Саффира-Симпсона, обрушился на побережье мексиканского штата Оахака утром 19 июня. Согласно сообщениям Национальной метеорологической службы Мексики, ураган Эрик достиг побережья в 5 часов 30 минут по местному времени, вызвав сильные ветры и волны, которые нанесли значительный ущерб прибрежным районам. В Пуэрто-Эскондидо, одном из наиболее пострадавших городов, разрушены здания, сорваны крыши, повалены деревья и повреждены линии электропередачи. В районе Сантьяго-Пинотепо-Насьональ ураган повредил жилые дома, инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья. Ливня, которые принес ураган, вызвали подтопление, а штормовой нагон привел к затоплению прибрежных зон. По данным метеорологов, максимальная скорость ветра достигала 210 км в час. Мексиканские власти еще до прихода урагана в штатах Оахака, Герреро и Чьяпас организовали около 2000 временных убежищ, а более 18 тысяч спасателей были приведены в полную готовность. После прохождения урагана спасательные службы и местные жители начали расчищать завалы и восстанавливать поврежденные объекты. В Пуэрто-Эскондидо рыбаки и работники туристической отрасли активно участвуют в уборке обломков и спасении имущества. Национальная комиссия по водным ресурсам сообщила, что к вечеру 19 июня ураган Эрик ослаб до 1-й категории, переместившись вглубь штата Герреро, но продолжает представлять угрозу из-за сильных дождей и ветра. Власти призвали жителей прибрежных районов сохранять бдительность и следовать рекомендациям по безопасности. Madre mía, ¿qué es esto, Señor? Padre, nuestro Dios santificado sea tu nombre, venga a ser tu reino, hágase tu voluntad, haz en la tierra. — 19 июня мощный штормовой ветер обрушился на Павлодарскую область Казахстана. По данным местных властей и очевидцев, порывы ветра достигали ураганной силы. Металлические опоры линии электропередачи были буквально согнуты под напором ветра, что привело к массовым отключениям электроэнергии. В ряде районов области, включая Павлодар, Экибастуз и Аксу, жители остались без света, воды и связи. Железные беседки, установленные в парках и дворах, были вырваны из земли и перевернуты, а в некоторых случаях унесены ветром на десятки метров. Согласно сообщениям местных СМИ, шторм привел к значительным разрушениям в городской и сельской местности. Поваленные деревья заблокировали дороги, затрудняя движение транспорта и работу экстренных служб. В некоторых районах повреждены кровли жилых домов и общественных зданий. Акимат Павлодарской области оперативно организовал работу по ликвидации последствий стихии. В пострадавшие районы были направлены бригады энергетиков, спасателей и коммунальных служб. По предварительным оценкам, ремонт линии электропередачи может занять несколько дней из-за масштаба разрушений. Непогода, сопровождаемая грозами, сильными ливнями и крупным градом, обрушилась вчера на Минский регион в Беларуси. По данным Белгидромета, 19 июня на большей части Минской области наблюдались неблагоприятные погодные условия, включая грозы
интенсивные осадки и местами крупный град. В некоторых районах, таких как Борисовский и Пуховичский, непогода привела к падению деревьев, которые повредили автомобили и остекление жилых домов. По информации МЧС, спасатели оперативно ликвидируют последствия стихии. Град, местами достигавший значительных размеров, нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям и припаркованным транспортным средствам. В отличие от области, Минск избежал серьезных последствий непогоды. В столице наблюдались лишь кратковременные дожди. Однако метеорологи предупреждают, что 20 июня в Минске и по всей республике ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, что соответствует оранжевому уровню опасности. Вечером в четверг на город Карасук в Новосибирской области обрушилась сильная гроза, сопровождаемая шквальным ветром и крупным градом. По сообщениям местных жителей и СМИ, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, снося крыши жилых домов, заборы и повреждая линии электропередачи. В результате шквала без электроснабжения остались 24 населенных пункта в Карасукском и Купинском районах. Крупный град, обрушившийся на город, уничтожил посадки в огородах, нанеся серьезный ущерб дачникам и фермерам. Ураган повалил деревья, повредил автомобили и разбил окна в некоторых домах. Энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения. На места аварий выехали бригады, которые работают над ремонтом поврежденных линий электропередачи. Вот так у нас дома остались без крыш. Просто нету крыш. Крыши посрывало. Ужас просто. Вот крыши валяются на дорогах. Сильные ливни, переместившиеся на север Китая, вызвали масштабные наводнения в провинции Хунань, особенно в городе Чжанцзяцзе, где за 24 часа выпало рекордное количество осадков. По данным метеорологических служб Китая, 19 июня в Чжанцзяцзе выпало 516 мм осадков за сутки, что стало крупнейшим показателем за всю историю наблюдений в регионе. Река Лишуй, протекающая через город, стремительно вышла из берегов. Уровень воды поднялся на 9 метров всего за 12 часов, вызвав подтопление жилых районов, дорог и туристических объектов. Наводнение нарушило транспортное сообщение, повредило инфраструктуру и заставило местные власти начать эвакуацию жителей из зон риска. Власти провинции Хунань ввели чрезвычайное положение. В городе Саньчжи, также расположенном в провинции Хунань, наводнение нанесло серьезный ущерб местному бизнесу. Новый магазин, открывшийся 19 июня, был затоплен в первый же день работы. Вода уничтожила товары, оборудование и интерьер, что привело к значительным финансовым потерям для владельцев. Тем временем, в уезде Хуайцзи провинции Гуандун, пострадавшем от наводнения ранее, вода начала отступать, но оставила после себя разрушения. Улицы города покрыты слоем грязи и мусора, что затрудняет передвижение и восстановительные работы. По данным СМИ, в Хуайцзи было эвакуировано около 70 тысяч человек, а общее число пострадавших превысило 300 тысяч. Наводнение, вызванное ливнями и выходом из берегов реки Суйцзян, повредило дамбы, дороги и сельскохозяйственные угодья, нанеся экономический ущерб в размере сотен миллионов юаней. Власти провинций Хунань и Гуандун мобилизовали спасательные службы, включая МЧС и военные подразделения, для оказания помощи пострадавшим. Метеорологи предупреждают, что ливни в Хунане и соседних регионах могут продолжаться до конца недели, что повышает риск новых наводнений и оползней.
Мощное наводнение, вызванное непрекращающимися ливнями, обрушилось на город Джамшедпур в штате Джаркханд. По данным Индийской метеорологической службы, Джамшедпур за последние 24 часа получил более 152 мм осадков, что привело к масштабному подтоплению низменных районов, таких как Багбера, Манга, Кадма и Пардих. В районе Пардих, у храма Кали, а также в Фадлагода, под юрисдикцией полицейского участка Чандил, вода затопила улицы, парализовав движение на национальных шоссе, включая Татаранчи и Татапурулия. Длинные очереди из застрявших автомобилей, грузовиков и автобусов растянулись на километры. Некоторые жители были вынуждены покинуть свои машины и искать укрытие пешком. В районе Багбера, у моста Бородок-Хат, около 150 домов оказались затоплены, их жители лишились имущества. Реки Субарнарекха и Кхаркай, протекающие через город, поднялись выше опасной отметки из-за непрерывных дождей и открытия шлюзов плотины Банкабал в соседнем штате Одиша. Местные жители и общественные деятели обвиняют Национальное управление автомобильных дорог Индии в усугублении ситуации. По их словам, естественный водосток в районе Фадлагода был заблокирован из-за свалки грунта в рамках строительства путепровода Асанбани-Балигума, что привело к накоплению дождевой воды. Администрация Джамшедпура организовала спасательные операции при участии национальных сил реагирования на стихийные бедствия. В пострадавших районах, таких как Багбера, Манга, Джуксалай и Кадма, создано 26 крупных и малых лагерей для размещения эвакуированных жителей. Движение транспорта перенаправлено по альтернативному маршруту через Кандарбеда, Дамухани, Манга, Димна. Еще одно наводнение в Индии, вызванное обильными муссонными ливнями, обрушилось на районы вдоль реки Годавари в штате Махараштра. По данным местных метеорологических служб, за последние 48 часов в районах Нандед, Парбхани и Амравати, расположенных вдоль реки Годавари, выпало более 200 мм осадков, что значительно превышает среднюю норму для июня. Река Годавари, одна из крупнейших в Индии, вышла из берегов, затопив низменные районы. В Нандеде под водой оказались жилые кварталы, школы и рынки. В Амравати пострадали сельскохозяйственные поля, особенно посевы хлопка и сои, которые являются ключевыми для экономики региона. В деревне Кинват уровень воды достиг 1,5 метров, что заставило семьи покинуть свои дома. Наводнение также нарушило транспортное сообщение. Национальное шоссе Нандед-Амравати перекрыто из-за подтопления, также в некоторых местах повреждены железнодорожные пути. Администрация Махараштры оперативно организовала спасательные операции. Эвакуировано более 10 тысяч человек из зон риска в Нандеде, Парбхани и Хинголи. В пострадавших районах созданы временные убежища, где эвакуированным предоставляют еду, воду и медицинскую помощь. Тем временем Индийская метеорологическая служба выпустила предупреждение о продолжении сильных дождей в центральной и восточной Махараштре до 21 июня. В некоторых районах, таких как Хинголи, были открыты шлюзы плотин, чтобы предотвратить их разрушение, однако это усугубило подтопление ниже по течению реки. Мощные наводнения, вызванные интенсивными муссонными ливнями, обрушились на индонезийские города Баликпапан и Атамбуа, затопив больницы, жилые районы и инфраструктуру. В Баликпапане под водой оказалась больница Ибн Сина, а в Атамбуа наиболее пострадавшими оказались районы Фламбоян-стрит, Пенигак, Белер и Дам. В пострадавших районах развернуты спасательные операции, проводится эвакуация населения. В некоторых районах уровень воды достигает 1–1,5 метров. Поздним вечером 18 июня на испытательном стенде базы Starbase в Южном Техасе произошел мощный взрыв сверхтяжелой ракеты Starship,
ключевого проекта компании SpaceX для освоения Луны и Марса. Согласно сообщениям SpaceX, взрыв произошел около 23 часов по местному времени на испытательном стенде Месси, расположенном недалеко от основного комплекса Starbase. Ракета Starship 36 готовилась к статическому огневому испытанию, в ходе которого ее 6 двигателей Репта должны были быть кратковременно запущены при зафиксированном положении. Во время заправки жидким метаном и жидким кислородом произошел сбой, приведший к катастрофическому взрыву. Территория вокруг испытательного стенда была заблаговременно эвакуирована, поэтому обошлось без пострадавших. Предварительные данные, озвученные Илоном Маском, указывают на возможный отказ композитного резервуара высокого давления с азотом в отсеке полезной нагрузки, который разорвался при давлении ниже расчетного. Маск отметил, что если эта версия подтвердится, это будет первый случай отказа данного типа конструкции. Взрыв полностью уничтожил верхнюю ступень Starship 36, предназначенную для 10-го тестового полета, запланированного на 29 июня. Статус испытательного стенда Месси остается неясным. По данным Ars Technica, инфраструктура могла получить значительные повреждения, что может временно приостановить предстартовые испытания других ракет Starship. Пожар на месте взрыва продолжался до раннего утра 19 июня. Инцидент стал 4-й крупной неудачей программы Starship в 2025 году. Ранее в январе, марте и мае тестовые полеты заканчивались взрывами или потерей контроля над ракетой. Несмотря на это, SpaceX уже успешно провела статическое испытание первой ступени Super Heavy Booster для 10-го полета, запустив все 33 двигателя Репта, что свидетельствует о прогрессе в разработке. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.